предыдущих сериях «Дело, мастера, боится», чудом дважды избежав колоды, Джессика не могла не услышать пару ласковых от остальных грумеров. Не думаю, что Джессика достойна быть здесь. Не верю девушке, если могу ее сдать. А в конкурсе Quick Sniff ее команда не может выполнить даже основные инструкции. Мы нацелились на постоянного бегуна, который бегает с пустыми руками. Как вам такое решение для домашнего грумера? Тем временем у команды красных новаторское изобретение — это магнитная стойка для груминга, которая вынесла их на обложку журнала «Грумер to грумер», вызвав ревность среди обитателей конуры. Прекрасно. Сексуальная сучка. Не думаю, что должна догонять Лису. Думаю, наглость Лисы со временем ее погубит. Но на конкурсе грумеров вакуумная стрижка Криста просто не получается. Ты ободрала собаку не раз, а дважды. И судьи снимают ее соревнования. Тебя исключили. Не держу зла, но надеюсь, что Лиса получит коленом под зад. Теперь осталось лишь 8 грумеров. Все уверены, что способны подняться на самую вершину. Если хочешь стать грумером года, нельзя допускать ни единой ошибки. Но в итоге лишь один грумер добьется этого. Что касается груминга собак, я волшебница, а остальные никто. У меня характер терьера, и я не уйду с соревнований. 12 лучших собачьих грумеров со всей страны вступили в важнейшие соревнования своей жизни. Я докажу, что маленькая городская цыпка не хуже этих больших собак. Я возвращаю собачий стиль. Все они борются за приз Subaru Forester, мобильную парикмахерскую для собак Waggentail и 50 тысяч долларов наличными. Когда я делаю груминг, есть только мои ножницы и собака, я отключаюсь. Но лишь один из них станет грумером года. Кто обладает такими способностями, скоро мы это узнаем. Дело, мастера, боится. После исключения. Пока мы ждали возвращения Билла или Криста, настроение в комнате было весьма напряженным. Криста сегодня поедет домой, кроме шуток, я серьезно. Они должны понять, мне все лучше, чем она. Пока не знаю, как долго Криста занимается грумингом, да меня это не волнует, но собака выглядела ужасно. Пока что это был самый сложный конкурс. Но думаю, дальше будет еще хуже. Билл! Все в порядке, о господи, слава богу. Так рада, что Кристы больше нет. Меня достали ее оправдания. Она ни разу никому не доказала, что способна постричь хоть одну собаку. Сказали, было совсем близко. Что было? Сказали очень близко, не может быть. Вот так близко, перестань, ты что? Ты же располосовал свою собаку, да? Нет, все ждали, когда она провалится, точно. Типа это никуда не годится, и как только она займется сама, возникнут проблемы, да? И что происходит? Рада, что Криста уходит. Все были уверены, что ей не победить. Она много говорила, но не могла подтвердить. Мне сегодня повезло встретить Нима и прочитать его послание. Я так рада. Привет, грумеры. Танго танцуют вдвоем, а бантик вяжут 4. Двое победителей последнего конкурса будут капитанами команд. Дэниэль и Ванесса наберут себе команды и встретятся с Джей в гостиной. С любовью, Нима, пес-почтальон. Бантик вяжут 4. То есть по 4 в команде. Ванесса и Дэниэль наберут себе команды. Я беру Лису. Хорошо, я беру Джессику. Хорошо. Кассандра. Хубер. Марко. Отлично. И последний. Никто тебя не хочет. Никто меня не хочет, потому что я вчера проиграл. Доброе утро, грумеры. Доброе утро. Привет, Джей. Привет, верните мне Нима. Привет, дружок. Итак, Дэниэль, ты впереди. Поздравляю. Спасибо. Какие ощущения замечательные. Кого сегодня выбрали последним, Билла? Мы решили, что я полный отстой. О, нет, да? Что ж, пришло время очередного этапа конкурса Quick Sniff. У каждого из вас есть клиенты, которые заботятся о своих породистых собачках и просят забирать волосы наверх, чтобы они не падали на глаза. Этот способ называется топ-нот.
Об этой технике вам все расскажет человек, которому не привыкать быть наверху. Прошлогодний грумер года, артист и его любимец Бампи. Я был в восторге, увидев артиста. Как дела? У него такая потрясающая энергетика. К тому же он лучший грумер, а я тоже таким хочу стать. Как дела, Джей? Отлично, как сам? Хорошо, у тебя Бампи, мы с ним одинаковые, правда, Бампи? Сегодняшний этап конкурса Quick Snip — создание пучка волос на макушке, и пусть артист расскажет подробнее. Значит, сегодня мы будем делать топ-нот. Как вам известно, иногда пучки делают весьма длинными, иногда наоборот, нужен творческий подход и максимальное соответствие стандартам AKC. Меня интересует творческий подход, стандарты и конкретные породы, общее впечатление. Итак, мизинчик вверх, мизинчик вверх, не знаю, что это значит, но это так сделает и клево, мизинчик вверх, мы живем весело, мизинчик вверх. Веселая жизнь, это мне нравится. Сделать топ-нот, соответствующий стандарту, довольно сложно. Нужно уметь отделить стриженные волосы, остальные забрать пучок наверху. Вы будете выступать по очереди, вам предстоит сделать топ-нот 4 разным породам. Нужно учесть требования породы и сделать это как можно быстрее и аккуратнее. Когда решите, что топ-нот готов, нажимаете кнопку, и артист проверит вашу работу. Если он решит, что все по стандарту, вы закончили, если нет, придется продолжать, пока не сделаете правильно. Первый, кто сделает топ-нот по стандарту, приносит своей команде очко. У последних собак для каждой команды топ-нот такой сложный, что за него полагается 2 очка. В итоге команда, набравшая больше очков, становится победителем второго этапа конкурса. Итак, желаю вам удачи. Не очень хорошо разбираюсь в топ-нотах, но надеюсь не подвести команду. Не забудьте, команда победителя этого конкурса получит преимущество в завтрашнем конкурсе, а заодно и специальный приз. Итак, грумеры, кто первый? Даниэль, ты начнешь. Я буду первый, я начну. Ванесса, Хубер первый, я буду первым. Хубер будет первым, отлично. Вот ваши собачки Саша и Гизмо. Мечтал, чтобы досталось шицу. Я уже делал топ-нот шицу, и когда увидел эту маленькую шицу, я просто вау! Есть бог на свете. Дэниел и Хубер, вы должны сделать одинарный топ-нот, сбалансированный, подчеркивающий мордочку шицу. Итак, грумеры, на старт, внимание, начали. У меня была длинношерстая мальтийская. Я знаю, как делать топ-нот. Когда знаешь, что делаешь, и знаешь, что можешь это хорошо делать, уже не волнуешься, мне руки дрожали. Я старался не передать свое волнение собачке. Хубер нажал кнопку. Поверни. А нет. Хубер, топ-нот замечательный. Симметрия 90%. Хубер, похоже, придется еще поработать. Даниэль нажала кнопку. Даниэль. Прекрасно. Спасибо, Ра. Хорошая работа. Даниэль справилась сразу, даже при том, что моя была симпатичная, чего-то не доставала. Скажите, где я ошибся? Поздравляю, Даниэль. Очко твоей команде. Хубер, сожалею, ты очков не набрал. Ладно, следующая пара — Кассандра и Джессика. Волнуетесь? Да, Джесс. Следующая пара — Тедди и Рокки. Я четко знала, что делать. У Йорков очень простой топ-нот. Главное сделать его по центру, и можно даже видеть конского хвостика. На старт. Внимание. Марш. Я умею делать топ-нот. Я сразу сказала себе, ага, я должна сделать как можно быстрее. Отлично. Думаешь, годится? Вполне. Хорошо. Джессика закончила. Артист. Что скажешь? Ну, Джессика, давай посмотрим. Держи собачку, чтобы я мог разглядеть. Поверни голову. Почти. И тогда я сразу, о, это должно быть немного сложнее, чем я думала, и начала немного психовать. Собака постоянно вертелась, она не понимала, что с ней делают, и зачем мы возимся с ее головой. Кассандра останавливает время, артист длиннит ее работу. Почти, Кассандра, очень близко. Главное — симметрия. Хорошо. И Джессика остановила время. Артист, посмотришь? Конечно. Давай, Джессика, показывай. Теперь в профиль. Давай справа. Не в бок. Займи позу. Хорошо. Прекрасно, спасибо.
Итак, Джессика, ты заработал очко, финишировав первый, это значит, счет команд сравнялся. Ладно, следующий грумер. Марк и Ванесса, вам предстоит поработать со Столи и Эмили. Разумеется, эта собака досталась самому слабому звену группы. В тот момент я подумал: отлично. Итак, грумеры на старт, внимание, начали. Проблема с этой собакой была в том, что у нее совсем не было волос. Вообще. Стандарт для этих собак таков, что тут нот делится на два. Итак, я слабое звено. Мне надо сделать два топ-нота, и я в тот момент подумал: все, проиграли. Как на твой взгляд посередине? Ты знаешь, как я делаю топ-нот у себя в салоне? Я сделал топ-нот здесь. Кто-нибудь может помочь? У меня не получается. Так лучше, давай. Артист Ванесса считает, что готова. Что скажешь? Посмотрим, подержи голову, наклони голову, покажу пробор. Ну что ж, с учетом сложности собаки и того, что у нее мало шерсти, присуждаю тебе очко. Так, хорошо, закончили. Ванесса, твоя победа приносит команде второе очко. Марку, твоя команда по-прежнему одной. Помните, я говорил, у последних собак очень сложные топ-ноты. За них начисляется по 2 балла. Я решил, что последний будет пудель, и я справлюсь. Сейчас счет 2-1. Кто закончит первым, та команда и победит. Ты судил. Все в ваших руках. Далее, все решалось между Биллом и Лисой. Энергичный дуэт начинает одновременно. Расческа, спрей для волос, резинка, и я готов. И позже. Единичка, единичка. Хорошо, мы все должны были работать единичкой. Да, ты должна была взять единичку. Похоже, Джессика нас всех подставила. Дело мастера боится. Ванесса, у твоей команды 2 балла, Дэниэль, у вас 1. Напоминаю, следующая собака стоит 2 балла. Кто будет первым, тот принесет победу своей команде. Лиса, Билл, все в ваших руках. Все решалось между Биллом и Лисой. Энергичный дуэт начинает одновременно. Билл и Лиса знают свое дело, они сильная пара. Начинаем. У меня все в сумке, спрей для волос, резинка, все, что мне надо. Я могу сделать эту собаку с закрытыми глазами. Пудель был самой сложной собакой, но я была уверена в себе. Мы выиграем этот конкурс. Итак, грумеры, на старт. Внимание, начали. Я чувствовала сильное напряжение соревнуюсь с Биллом. Я знала, что должна показать все, что могу. Я не хотела проигрывать. Я думала, да. Сейчас затяну резиночку, побрызгаю спреем и готово. Пока резинка не лопнула. Ну и все. А потом Лиса нажала кнопку. Итак, Лиса показывает, что готова. Артист, посмотри. Давай, Лиса, посмотрим. Если этот нот Лисы правильный, ее команда побеждает. Лиса, держи прямо. Теперь наклони вперед. Налево. Направо. Теперь улыбнись мне. Поздравляю. Ура! Билл. Извини, Билл, я тебя люблю, брат. Лиса, Дэниэль, Кассандра и Марка, наши поздравления. Вы победители этого этапа конкурса «Квикснет». Вы показали, что надо уметь, чтобы оказаться наверху. А потому для вас сегодня специальный приз. Мы отправляем вас на вершины голливудских холмов. Вас ждет катание на лошадях. Это должна быть мечта. Потрясающе, все молодцы. Большое спасибо артисту Банку Джонсону за то, что пришли сегодня, потратили на нас время, кое-чему научили. Теперь мы убираемся отсюда. А вам желаем удачного дня. Пока. Спасибо. Пока-пока. Мизинчик вверх, мизинчик вверх. Привет.
Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Отлично. Хотите покататься на лошадях? Да, именно. Я Марко. У нас как раз есть несколько лошадей, которым нужна прогулка. Хорошо, так что заодно поработайте. Марко, Лиса, Дэниэль. Я Кассандра, и Кассандра. Меня зовут Брайан. Тот Брайан, который занимается лошадьми. Запомните мое имя, потому что если что-то случится или будут какие-то вопросы, зовите меня. Хорошо. Я также откликнусь на клич «Помогите». У лошадей тоже есть имена, сейчас я вам их представлю. Замечательно. Идемте. Мне последние 7 месяцев очень хотелось покататься на лошади. Садись. Я в восторге. Обожаю кататься на лошадях. 1,5 года не ездила. Держи поводья и не отпускай. Я был в восторге. Давно не ездил верхом, даже не вспомню когда. Это бумер. Можешь направить бумера вперед. Я немного побаивалась. Городские девочки не знают фермы. Поехали. Вид был убойный, просто сонный. Было так здорово, что мы вчетвером отправились на прогулку, смогли поговорить об исключениях, о кресте. Мы становимся сплоченной группой. Появился соревновательный дух, потому что все очень хорошо. Если друзья ближе, то и враги ближе. Примерно так. Мы все друг друга любим. Будет жаль, когда разъедемся по домам. На самом деле, не очень-то мы любим друг друга. По-моему, нас 7 один аутсайдер, да. Об этом я и говорю. Да-да-да. Мы постарались стать хорошей командой, да, это верно, конечно. И хорошо получилось, да? Хочу увидеть, как кто-то еще домой отправится. Да, пусть кто-то еще домой отправится, конечно, если это не я, да. Если ты уедешь домой, я плакать буду, серьезно? Да ладно, я старая. Кто мне будет готовить? Да. Кто тебе будет готовить? Да, будешь голодным. Да, но Билл-то останется. А кто тарелки мыть будет? Я же говорю, у тебя есть Билл. Мама Билл. Нет, Билл это не то же самое. Мы все завидовали вам, когда вы отправились сниматься для журнала «Грумер to грумер». Я давно никому не завидовала. Алиса, нахалка. У Лисы кольцо на удачу. Дэниэль в реальном мире. Я лучший. Я должна думать, что лучше многих, если я хочу победить. Прибыли? Ты лошадь, на которой ездила. Что это, сюрприз? Заранее знаю какая-нибудь гадость. От всей души приглашаю вас на первую свадьбу в рамках нашего шоу, которое состоится завтра. Невеста будет звездой события, но единственное, на что все будут смотреть, ваши прически. Дэниэль. Да. Если ты хочешь ради важного события поменять кого-то из своей команды, сообщи об этом Джей завтра и промолчи. Ладно, что будешь делать? Я должна подумать. Напряжение нарастает, все смотрят на Дэниэля. Надо этим воспользоваться. Я в восторге от обретенной власти. Я подумал, уж если мне дали такую возможность произвести замену, этим надо воспользоваться. Моя главная задача здесь победить. Я, несомненно, должна извлечь из этого выгоду. Минутку, тут сказано поменять любых членов команды. Множественное число любых членов команды. Она одним махом может изменить всю схему ситуации. Если не выберет меня, я буду очень недоволен. Я бы взяла в свою команду 4 самых сильных. Я бы хотела попасть в самую сильную команду. Для меня это я, Лиса, Дэниэль и Билл. Ты тоже можешь набрать себя в команду самых лучших. Я знала, что поменяю Марка, это наверняка. Но колебалась между Кассандрой и Биллом. Колебалась между Кассандрой и Хубером. Кассандра, Билл, Хубер, Кассандра, Билл, Хубер. Кассандра, Билл, Хубер. До конца не решила, что же мне делать.
Дело мастера боится. Думаю, я всю ночь не спала, до сих пор не решила, надо ли поменять Кассандру на Хубера, и до конца не решила, что же мне делать. На месте Даниэль я бы оставил свою команду. Привет, грумеры, добро пожаловать в судейскую. Привет. Даниэль получил приглашение, которое мы посылали? Да. Это приглашение позволяет тебе заменить любых членов команды. Ты собираешься сегодня менять? Да. Хорошо, Даниэль. Кого именно? Это было очень трудное решение. Я хочу взять себе тех, кого считаю сильнейшими грумерами. Я оставляю Лису. И хочу заменить Марка на Дело. Замечание Даниэля о том, что это сильнейшая команда, просто смех. Думаю, она хочет укомплектовать команду. Я бы так сделал, мне оставалось лишь улыбнуться. И самое трудное решение, хочу поменять Кассандру на Хубера. Кассандра? Что скажешь? Ну, я немного расстроена. Она не считает меня одной из сильнейших грумеров, потому что я сильный грумер. Почему, по-вашему, я здесь? Потому что я грумер? Нет, я здесь, потому что хорошо. Это соревнование, людям надо постоянно напоминать. Тут ничего личного. Я был в восторге. 4 классных грумера, это должно быть здорово. Я бы не называл их сильнейшими грумерами. Я бы назвала их скорее старейшими грумерами. Конечно, с пожилыми хорошо, потому что они много чего знают и все такое, но спросить их о чем-то новеньком, и они тут же... Нет. Итак, грумеры, вчера вы все узнали про топ-нот. Сегодня вы впервые будете помогать соединить брачными узами жениха и невесту, то есть устраивать свадьбу. Ваша задача сделать ее прекрасной, то есть сделать прически, нарядить жениха, невесту, друзей, подружек. Итак, встречайте счастливую пару. Herbie и Mallory. С тех пор, как они встретились на собачьей площадке, их ладони рвались. Одна команда будет заниматься компанией жениха, другая займется компанией невесты. Каждый грумер будет заниматься одной собакой. Но как команда вы должны унифицировать внешний вид собак в смысле прически, стиля и стрижки. Также вам нужно сделать как можно более стильным их костюмчики. Даниэль, поскольку твоя команда победила во вчерашнем конкурсе, тебе решать, с кем вы хотите работать, с невестой или женихом. Хорошо. Мы с Биллом лучше бы занялись скотчем. Взяли бы их за сложность. У нас 4 сильнейших грумеров, и мы выбираем вести, поскольку с ними проще. Нет. Даниэль, чью сторону вы выбрали и почему? Мы выбираем скотч, и нам кажется, у нас лучше получится подготовить скотчи, чем вести, и мы выбираем более сложную задачу. Команда Ванессы, вам предстоит работать с Herbie. Итак, встречайте друзей жениха Астон, Банни, Стив. Команда Даниэль, вы будете работать с Маллори, подружки невесты Мэтти, Ангус и Руди. У вас есть 2 часа, чтобы постричь, причесать, одеть и подготовиться к свадебной церемонии. Используйте время с умом, потому что одна ошибка может означать, что вы отправитесь по роману. Помните, побеждает команда, сделавшая наиболее единообразный груминг всей свадебной кампании. Внимание! Приготовились? Жених и невеста. Меня расстроила Кассандра, глядя на выражение лица, я подумала, ладно, Кассандра, что, займемся этим. Успокойся и направь энергию на подготовку собаки. Не могу поверить, что Дэниэл это сказала. Мне очень жаль, потому что казалось, что в том-то и дело. Я просто попала в вашу команду, понятно. Что она сказала? Она, в принципе, сказала, что я не умею делать груминг. Меня это взбесило. Если она хочет сильнейших грумеров в свою команду, пусть набирает, но я докажу, что я хороший грумер.
Не забудьте купированные хвосты и шире основания. Сначала надо снять подшерсток. Когда будете делать клипперворк на шее, 3 пальца над грудной костью. Я руковожу командой. Морды у собак совершенно разные. Я покажу вам, что надо делать. Макушку головы подстригаем наискосок. Лиса бегала по комнате, от нее было много шума. Билл, у твоего пса не весь живот выстригает. Конечно, конечно. Она считала себя самым лучшим грумером среди нас. Возможно, она лучший грумер скотчей, но есть много других пород. Все время, пока проводила груминг скотч, я поглядывала на стол Лизы, на собаку, которой она занималась, потому что мы всех трех должны были подстроить под ее собаку. Потом я начала нервничать. Мне не хотелось заниматься скотчем, и это они трое выбрали скотч. Все внутри и внешней стороны, да-да. Мне лично казалось, что у меня лучше получится груминг вести. Согласилась с Лисой. У кого-нибудь есть бритва для волос? Но я чувствовала, что это глупое решение с моей стороны, я не хочу заниматься этой колодой. Морда должна быть максимально круглой. Думаю, это лучшая идея. Возьми Кот Кинг, не трать время на щетку, возьми Кот Кинг. Ванесса, Джессика и я расческой для подшерстка снимали свободный волос под шерстью вести. Вот возьми. Нет, я лучше так. Марка, я так делаю. А он только нет, я так не буду. В этом весь Марка. Уже работала с ним раньше, он всегда сам себе хозяин. Использование Кот Кинг поможет снять линии подшерсток, и шерсть уляжется более гладко. Бока смотрятся хорошо, мне нравится, как ты сделал ноги, они должны быть немного короче. Я не стремилась присвоить себе роль лидера, но понимала, что вы должны как можно лучше помогать друг другу. Ванесса, я отсюда вижу у него липкость между ног. Ужас. Самым сложным было сделать так, чтобы они все выглядели одинаково. Ты другой расческой пользуешься? Да, я взяла немного короче. Посреди подготовки я посмотрел на собаку Джессики и уверил, что она стрижена намного короче. У нее намного короче, я взяла единичку. Нужно об этом сказать Ванессе, ведь только что увидел. Да, ты каким размером работаешь? Что ты сделала? Я пользовалась единичкой. Единичкой как? Мы все должны были согласиться на стрижку единичку. Все должно быть одинаково. И вдруг я слышу: о, я работаю единичкой. Ладно, значит единичка. Я почувствовала, что Джессика подпортила всем нам дело. Она расстроила команду. Мы выбрали скотчи, потому что у них лучший характер, чем у Вести. Все нормально? Спокойно, детка. Но вдруг она превратилась в скотину. У Хубера молодой щенок, она очень пугливая. С ними здесь. Стоп. Так, спокойно. Щенок боялся всех предметов у меня на столе. Тихо, милая. Это была очень трудная стрижка. Я подумал, боже, вечером голова пойдет кругом. Спокойно, моя хорошая. Вы неплохо, грумеры, осталось 5 минут. С этой стороны почти хорошо, с этой пока слишком широко. Лиса проводила последний осмотр, замечала, что у какой-то собаки немного не так, как у других, носилась между столами и повторяла немного еще здесь, немного еще тут. Тут последние минуты стараешься все успеть. Я люблю напряжение, это меня подстегивает, повышает адреналин. Пора надевать костюмы. Мне немного не годится. Штаны что, крупнее? Нет. Для этого у тебя есть булавка. Большой воротник. Меня буквально в пот бросило. С собаками надо было заканчивать. Я понимала, что еще не все сделано, но уже пора было выходить в зал. Грумеры, время вышло, отложите инструменты. Надеюсь, мы справились. Everybody stand, please. Прошу всех встать.
Этой собаки свадебное платье было лучше, чем у меня, когда я замуж выходила. Мне бы хотелось такое. Я приветствую лучшие друзья человека, семью, грумеров, судей. Итак, первая свадьба в нашем телешоу. Мы собрались сегодня, чтобы стать свидетелями того, как Херби и Мэлори объявят о своей щенячьей любви друг к другу. Херби и Мэлори написали свои клятвы. Ванесса и Хубер готовы их зачитать. Я, Херби, обещаю посвятить мою щенячью любовь тебе, Мэлори, на все оставшиеся мне собачьи годы. Ты спустил с поводка мое сердце и обещаю никогда больше не нюхать других собак. Я, Мэлори, обещаю всегда быть с тобой рядом. Херби, счастье и здравие, хорошие дни, собачью погоду, обещаю всегда ходить с тобой на прогулку каждый день, пока нам обоим суждено жить. Если у кого-то есть возражения против того, чтобы эта пара сочеталась законным браком, прошу заявить их сейчас или не произносить никогда. Ну, ребята. Херби, Мэлори, властью данной мне, но никем конкретно, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться, песики. Итак, грумеры, для кого-то из вас медовый месяц закончился. Пора двигаться дальше и предстать перед судьями. Прошу, проведите молодоженов и гостей в судейскую комнату, мы встретимся с вами там. Я думал, у нас есть преимущество, поскольку наши собаки выглядели намного более одинаковыми. Некоторые были подлиннее, некоторые покороче. И этот конкурс также выявляется классованность между грумерами, так что я был доволен. У меня были самые сильные грумеры. Мы взяли самую сложную породу. Я была уверена, что наша попытка удалась. Свадебные глупости нужно отложить в сторону. Это конкурс грумеров. Давайте решать, кто победил. Привет, грумеры, мы вновь в судейской комнате. Сейчас вас 8, но после сегодняшнего дня лишь 7 продолжат борьбу за абсолютный гран-при. 50 тысяч долларов наличными, заветный титул грумер года. На этой неделе у вас были командные испытания, как хорошо вы способны подготовить ваших клиентов к торжественному событию. Оценивать вас будут, как всегда, Джоуи и Вилани. Были симпатичные группы грумеров, я еще не видел. Очень толковые грумеры, очень толковые. Следующий у нас Ксавьер Сантьяго. Всем привет. И последний, но не менее важный, Док Халлиган. Итак, посмотрим, кто из грумеров что заслуживает. Так, грумеры, давайте отпустим этих ребят на торжественный ужин, и что важнее, на медовый месяц. Итак, дамы, вперед, начнем со стороны невесты. Билл и Руди. Похоже, у тебя были небольшие проблемы с ушами. Чего? У нее начинается ушная инфекция, поэтому постричь ни внутри, ни вокруг не удалось. Она вообще нервничала, когда что-то делали ей с головой. Хорошо, переходим к Дэниелу и Энгус. Дэниэл, это твой лучший груминг? Не думаю, что сегодня у меня получился самый лучший груминг, но это из-за материала. Я не так часто работаю со скотчами. Я чувствовала уверенность, пока не получила эту собаку, и мне пришлось с ней нелегко. Далее у нас Лиса и Мэтти. Лиса, у меня были вопросы по блендингу, по бокам головы Мэтти. Ну, все в порядке. Мне нравится эта собака. Грумеры, обратите внимание, вот так должен выглядеть настоящий скотч. Замечательная работа. Мне понравилась собака. Первый раз в этом сезоне он бросил ручку. Я подниму. Я в восторге. Это круто. Спасибо. Я могу бросить еще раз. Лиса, кто сегодня возглавлял команду? Я. Лидер команды. Да. Хорошо, спасибо. Следующий Хубер и наша невеста Мэлори.
У Скотча обычно мужеподобный вид. Как тебе удалось сделать так, чтобы Мэлори была больше похожа на невесту? Немного больше мягкости при блендинге бородки, и я решил оставить брови немного тоньше и длиннее. Удар. Как думаешь, ты смог бы это сделать без помощи Лисы? Нет. В дальнейшем тебе придется полагаться исключительно на себя. Теперь переходим к стороне жениха. Марко и Банни. Были причины, почему он не был настолько чист, как положено? Собачья шерсть, не знаю почему, была не такой плотной, как у большинства вести, и текстура волоса, ломки. Марко, мои замечания касались в основном области юбки. Мне показалось, что блендинг мог бы быть немного получше. Да, но это не должно было выглядеть как юбка, там должен быть плавный переход. Ты уверен? Переходим к Джессике и Стиве. Джессика, ты сделала очень тонкий груминг. Но одно замечание. У Вести должна быть характерная круглая мордочка. Я старалась сделать как можно круглее, но видите ли, у него не так много волос. Я бы хотел знать, к какому стандартному облику собак вы все стремились. По плану было, чтобы они все были похожи на мою собаку. Кто возглавлял усилия вашей четверки? Я? Ты? Хорошо. Теперь Ванесса и жених Харви. Встретились ли проблемы, которых могло бы быть поменьше с твоей собакой? Хотелось бы, чтобы у собаки в голове было поменьше шишек. Все, кто имеет дело с терьерами, знают, как они себя ведут, и сколько у них шишек и вмятин. Конечно, это создает трудности, но в целом, полагаю, ты хорошо справилась со своей собакой. Спасибо. Дальше Кассандра Энстон. Кассандра. Дэниэль приняла ответственное решение, уважая ее за это. Но, думаю, она сделала ошибку, потому что я сегодня второй раз бросаю ручку. Мне нравится эта собака. Очень хороший тренинг. Спасибо. И все очень сбалансировано. Большое спасибо. Хорошая работа, может быть, собой довольны. Вопросов нет. Итак, грумеры, судьи посмотрели вашу работу. Теперь они должны обсудить между собой. Прошу вернуться в конуру и ждать их решения. Дело мастера боится. Итак, Юрий, что вы скажете, как грумеры справились с грумингом собачек к торжественному случаю? Обсудим Даниэля и Ангуса. Капитан команды, вау. Прекрасно. Прекрасно. Она могла оправдываться тем, что у собаки плохая шерсть, и что не смогла с ней как следует поработать. А это правда, шерсть плохая, ясно, но Джоуи. Ее собака была ниже нормы. А как вам Хубера и невеста Мэлори? Не думаю, что отдать невесту Хуберу было правильным решением. Зачем она дала ее Хуберу, если знала, что Лиса самая опытная? Она приняла решение как лидер команды, кто чем занимается, но в этом была стратегия. Даниэль решила, что у нее лучшая команда. Теперь Марко и Банни. Знаете, это была незаконченная работа. Думаю, он пытается оправдаться. На мой взгляд, это не годится. Работа с тем, что есть, и приложим максимум. Оправдание. Перейдем к Джессике со Стивом. Она слишком сильно подстригла лапы своей собаки. Дальше было скучно. Скучная работа. Смотришь и видишь, что скучно. Если берешь ответственность, то бери. Ванесса жених Харви. Собаки короста, ничего удивительного, если у вас полон дом приехал. Вижу, не верю, что она сделала все, что могла. Выглядела немного грубовато, но я бы дал ей зачет. Ну что ж, судьи, вы приняли решение? Удивительно. Ну да. Тогда зовем грумеров. Грумеры, жюри приняло решение. Одна команда признана лучшей. Даниэль, Лиса, Хубер, Билл.
Поздравляю. Спасибо, Лиса. Слава богу, спасибо, Лиса. Однако судьи хотят вам кое-что сообщить. Лиса, тебе в этом конкурсе пришлось взвалить на плечи тяжкий груз. Единообразие было выдержано в качестве групповой картинки, было хорошо сделано. Но вы все должны понимать, что не всегда сможете опереться на Лису. Она, конечно, все обеспечила. И благодаря этому ваша команда победила. Поздравления команде невесты. Вы четверо можете спокойно отправляться в конуру. Спокойной ночи. Спасибо, спасибо, спасибо. Пока, пока. Спокойной ночи. Ванесса, Кассандра, Джессика, Марка. Судьи полагают, что ваша команда не соответствует стандартам конкурса этой недели. Кассандра, если бы тебе предстояло сегодня исключить кого-то из своей команды, кого бы ты отправила домой, к сожалению, я, наверное, назову Марка. Когда мы только начали конкурс, у каждого был код-пинг. Я несколько расстроилась, что он не захотел этим пользоваться. Я не захотел воспользоваться код-кинг, потому что волос был без того поврежден. Мне было не так много шерсти для работы, и я посчитал, что это неудачное решение. Ванесса, ты была лидером команды. Ты должна была направлять корабль. По крайней мере, мне так кажется. Это была командная ошибка, порой нам приходится принимать жесткие решения, это тяжело, жизнь, это боль. Хочу услышать от тебя. Кого бы ты исключила? Пожалуй, я скажу Марка. В плане груминга, мне кажется, он не совсем справился. Марка, как-то прокомментируешь? Да, я не согласен с ними. Я считаю, что сделал очень неплохую работу. Джессика, у тебя была самая легкая собачка. Не нужно было особых усилий, чтобы придать собачке симпатичный вид, но ты не справилась. Ванесса, Кассандра, Джессика, Марка. Судьи считают, что на этой неделе ваша команда не соответствовала стандартам конкурса этой недели. Джессика, я просто в гневе. Ты попыталась руководить. Если хочешь узурпировать чью-то власть, иди до конца. Не останавливайся. Ты пыталась перехватить власть у Джессики, усиливая креативный аспект, но реализовала не полностью. Ты неправильно их сориентировала. Вы должны понять, ваше выступление сегодня оказалось ниже среднего. Похоже, у вас четверых есть свое мнение, а у жюри свое. Один из вас действительно подвел команду в этом конкурсе. Этот человек покинет конуру навсегда. Кассандра, ты в порядке, можешь возвращаться в конуру. Спасибо. Таким образом остались Ванесса, Джессика и Марка. Джессика, ты исключена. Пожалуйста, иди в конуру и собирай вещи. Ванесса и Марка, вы пока смогли удержаться в игре. Можете возвращаться в конуру. Я очень горжусь тем, как далеко смогла пройти в этой игре. Я же не первый, не вторая отправилась домой. Я дошла почти до середины. Я получила прекрасный опыт и много узнала о себе самой. Конечно, обидно, потому что мне еще очень многое хотелось доказать. Я вкладываю в это всю душу и не намерен останавливаться. Я буду учиться. Я знаю, что у меня есть способности. And I know I'm not going to stop. I'm going to keep learning. I know I got what it takes. So, I'm proud of myself. В следующей нашей программе грумеры занимаются обучением. Следи за щеткой. Пушистый как облако, да. Чушь. В новом конкурсе они попытаются повернуть время вспять для пожилых собак. Чистые отношения, любовь, ненависть. Он старый, глупый, уже не изменится. Но специально приглашенный судья мисс Дженнис Диккенсон. Привет любителям собачек. Потрясает грумеров, по-моему, совершенно не подготовлена. Она ни с кем не может поладить, ты выделываешься.